Приветствую вас, уважаемые подписчики и гости моего канала на канале Теплый дом СПБ. В сегодняшнем ролике я расскажу, как сделать автоматическое управление нагревающим кабелем подогрева водопровода. Для этого нам потребуется контроллер, который мы заказали в Китае. Такой вот железный ящик, щит маленький, куда мы будем врезать контроллер. И, соответственно, подогревающий кабель у нас уже установлен. И мы его будем подключать. И датчик, соответственно, температуры тоже, который видит температуру воды внутри ПНД трубы. И, соответственно, мы будем сейчас врезать. Для этого размечаем, оператор приблизит, размечаем на ящике, делаем разметку в соответствии с толщиной контроллера. Я это делаю на глаз. И выпиливаем, делаем сначала отверстие в размер пилки для лобзика и аккуратненько начинаем выпиливать. И еще важное замечание. Обязательно нужно обернуть лобзик малярным скотчем или сантехническим, чтобы не поставить царапины во время пиления на металле. Ну, эстетический чисто момент. Так, самый главный момент, не воткнули питание. У кого привыкаешь к лобзику, который без провода, аккумуляторный, поэтому с обычным работаешь по привычке. Итак, отверстие мы выпилили. Соответственно, проходим при помощи обезжиривателя, если все-таки остались какие-то грязные царапинки и так далее. Дальше примеряем. Примеряем, а что примеряем? Все, в принципе, подходит. Все замечательно. Единственное, совет такой важный, скажем так, это все-таки при возможности используйте щиты как можно с более толстыми стенками, с толщиной металла. Вот, наоборот поставил. Эти штуки они фиксируют, прижимают, так сказать, контроллер к стеночке. Оп. Оп. Вот. В принципе, вот так вот у нас получается готово. Дальше следующий шаг. Мы берем обычную денрейку и примеряем ее внутрь нашего ящика, чтобы расположить. Там, в моем случае, это 2-амперный автомат, потому что мощность кабеля составляет где-то 35 ватт на 3. То есть это 70-105 ватт. То есть даже, в принципе, номинал автомата и 1-амперного достаточно. Но так как ток, пусковой момент подключения кабеля может быть выше, лучше поставить 2-амперный. Ну и обязательно это должна быть не B, а C. Характеристика автомата. Ну и, соответственно, шина. Шина для чего нужна? Можно купить двухполюсный автомат и, соответственно, подключить и фазу 0. Но у меня просто был, поэтому я буду использовать шину нулевую. То есть просто воткну 0 сюда. Автомат должен обязательно быть, потому что предохранителя внутри контроллера нет никакого. Если вы ничего не поставите, может все это дело загореться. Выводим кабель и прикручиваем ящик к стене. Момент можно поставить 4-5 ньютонов, чтобы не попортить стену, деревянную. Все. То есть ящик у нас прикручен. Мы проверяем моментом, что у нас все отлично. Все, дальше остается завести кабель питания и кабель датчика температуры. Итак, друзья, после того, как мы завели кабель внутрь ящика, мы подключаем его к контроллеру. На контроллере сверху написано, что вот сюда
мы подключаем нагрузку, это сам подогревающий кабель, коричневой фаза, синий 0. Соответственно, Power это питание 220 вольт, фаза белый, синий 0. Он у нас идет через автомат, то есть к автомату фазный провод подходит вот такая вилка, она подключается, фазный провод, в автомат, 0 подключается в общую шину, и соответственно от этой общей шины 0 также приходит в питание Power. Датчик подключается вот сюда, NTC. NTC это датчик температуры. Неважно какой, жила куда, то есть это без разницы. Можно так, он в любом случае работать будет. Итак, дальше включаем автомат. Итак, друзья, вот я ящичек закрыл. Включаю вилку в розетку. Вот включается контроллер сразу же. То есть в случае того, что когда питание отключается, ну допустим, Россети отключили нас, да, соответственно потом после включения питания прошивка контроллера включает его и все настройки сохраняются. То есть вот сейчас температура воды, ну вот в нижней точке минус 1,4 градуса. Чуть-чуть она подмерзшая. Вот сейчас ворк показывает, что нагрев кабеля пошел. То есть кабель функционирует. Ну и сейчас остается подождать немножко. То есть кнопкой S мы выставляем заданную температуру. В данном случае это 3 градуса. Итак, друзья, контроллер набрал почти что заданную температуру. Она у нас составляет 3 градуса. Ну и по достижении он выключится. То есть если я поставлю, допустим, 2,5, да, вот огонек перестает гореть. Все работает. Итак, друзья, подписывайтесь на канал Теплый дом СПБ. Ставьте обязательно лайки. До новых встреч. Будет много интересных видео.